Здравствуйте, уважаемые зрители! Хочу ознакомить вас с ситуацией, что происходит в Карабахе. Так, азербайджанское издание АЗ опубликовало статью. Акция экологов. Азербайджанские правозащитницы угрожают расправой. Сейчас там азербайджанские активисты выражают свой протест, и там уже больше 1000 человек, в основном там много женщин. И вот эта женщина, ей уже стали угрожать. Ее фамилия Диляра Эфендиева. Армяне грозят нашей правозащитнице, но большинство ее поддерживает. Вот эта женщина на фотографии. Сейчас знакомлю, что здесь пишут подробнее. Азербайджанская правозащитница, участвующая в акции протеста на дороге Шушах-Ангенди, Диляра Эфендиева дала интервью местным СМИ. Так, вот она говорит: мой телефон звонит не умолкая. Очень много слов поддержки от азербайджанцев, проживающих за рубежом, а также обращения жителей страны, желающие присоединиться к акции. Были звонки из наших соотечественников, проживающие в зоне ответственности миротворцев в Карабахе. Люди интересуются причинами и целями акции и возмущены действиями миротворцев, которые перекрыли дорогу. По сути, моего предложения обратилось 4 человека, семьи которых оказались разделены. Также был звонок из России, сообщение о 18 детях из Аскерана, которые возвращаются из фестиваля в Ереване, застряли в Горусе. Для оказания им помощи нам необходимы имена этих людей, номера автомобилей, чтобы начать переговоры с миротворцами. Однако дальше звонков дело еще не идет, хотя по тону людей чувствуется их волнение. Видимо, жители все же опасаются давления в случае, если их вычислит верхушка сепаратистов. Лачинская дорога заблокирована не участниками акции протеста, а именно российскими миротворцами. То есть для того, чтобы они пропустили автомобиль жителями, мы должны вступить с ними в переговоры и предоставить полные данные. Наша акция мирная. Мы требуем соблюдения норм азербайджанского законодательства в сфере природопользования. Никто не имеет права на разграбление недр нашей Родины. Никакой другой цели, как это пытается представить армянская пропаганда, у нас нет. Несколько звонков были связаны с гуманитарными вопросами. Но были звонки с оскорблениями и угрозами. Звонившие грозили и убить меня, и взять в заложники. Да чем только не угрожали. Но я уже не сделала. Ну, она говорит: я же не сделала ничего людям плохого. А я лишь азербайджанская женщина, которая предложила помощь нуждающимся и которая много лет занимается миротворчеством. Вот видите, даже стали звонки от армян. И ее, видите, угрожает ей уже серьезно, и, как сказать, хотят даже убить. Так, хочу еще раз напомнить. Среди этих звонков было много и таких, когда удалось поговорить с адекватными людьми, которые беспокойны ситуацией, которые хотят мира. Они поведали, что их народ устал и обескровлен этой враждой. И они понимают, что скорейшее заключение мирного договора позволит обеспечить процветание и безопасность нашего региона. Эти люди соглашались со мной в том, что необходимо налаживание диалога для восстановления доверия и добрососедских отношений. Поэтому я остаюсь на связи, несмотря на какие угрозы. Ведь у нас исключительно благие цели. Повторяю еще раз, если у наших сограждан в Карабахе действительно возникли проблемы со здоровьем или прочими гуманитарными моментами, я готова откликнуться на просьбу и приложить все усилия для решения вопросов. Ну вот ее телефон внизу, посмотрите, если что, запишите. Напоминаю свой номер: плюс 994503110233. В общем, вот такая информация, ребята. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч.